Пожар на заводе, который выпускает истребители. Украину, скорее всего, не позовут в НАТО, а Белому дому приходится оправдываться за слова Трампа. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Ротация в Авдеевке или первое решение главнокомандующего ВСУ Сырского? Действительно, ситуация вокруг Авдеевки находится сейчас в критическом состоянии. Россия готовится к войне в ближайшие 10 лет. Хватит ли у них техники? Россия сама рассматривает ситуацию с безопасностью как центральную по отношению к НАТО. А в Японии вывели породу свиней, которые могут спасать людей. Реализацию ксенотрансплантации долго ждали в Японии. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на наши каналы. Это очень важно и совсем не сложно. Поехали. Оккупанты продвигаются в Авдеевке. Об этом пишет Институт изучения войны. Россия имеет преимущество там в авиации и живой силе, и это проблема. Действительно, ситуация вокруг Авдеевки находится сейчас в критическом состоянии. Конечно, хотелось бы, чтобы имели место достаточно большие резервы, но на текущий момент я не думаю, что их у нас много. Поэтому используются и применяются наиболее подготовленные, проверенные в боях подразделения и части, к которым относятся в частности и 3-я штурмовая. Про последнее, не последнее, я думаю, что не стоит анализировать, комментировать и что-то подтверждать, так сказать, в интересах Российской Федерации. Они изучают всю нашу открытую информацию в средствах массовой информации, поэтому помогать мы здесь не будем. Но это еще раз говорит о задачах наших внутренних, которые связаны с тем, что надо проводить мобилизационные мероприятия, которые приводят к пополнению наших частей. Тем не менее, в Авдеевку приходит новое подразделение. Сили оборони України пытаються такий город удержати. У нас нема достатніх можливостей, щоб виконати завдання по отриманню Авдіївки поки на даний час. Але приходить підкріплення, і ми розраховуємо на дружні підрозділи. Вперше за 2 роки, майже 2 роки оборони Авдіївки 110-ю окремою механізованою бригадою деякі наші підрозділи нарешті вивели з боїв, повноцінно вивели з боїв для відпочинку та ротації. Дійсно прийшло підкріплення. Я не буду казати, що це за підрозділ, хай підрозділ сам визначає, коли це об'явить. Але це потужна підтримка, і нам трохи так спокійніше стало, коли нам прийшли. Российская Федерация может спокойно выдержать еще 3 года потерь в технике, меняя подбитые танки на старые. Об этом пишет Международный институт стратегических исследований. Старые танки появляются в строю у России в количестве до 90 штук в месяц. В институте посчитали, что есть у России из такого запаса. Аналитики пишут о 1750 основных боевых танков, включая старые модели Т-55 и новее Т-80 и Т-90. Кроме того, еще около 4000 танков законсервированы в хранилищах. Это значит, что при таком расходе около 3 лет Россия может прожить на запасах. В Москве горел завод МиГ на Ленинградском проспекте. Он занимается полным обслуживанием от конструирования до ремонта самолетов МиГ, которые являются носителями ракет «Кинжал». Пожар начался на 2-3 этажах в цехе, который реконструируется, пока не работает, и который пристроен к работающему корпусу завода. Детали пишет российский телеграм-канал «База». Пылала площадь в 70 квадратов. О причинах пока не говорят. Но вместе с тем ТАСС опровергает это все и пишет, что завод продали, и он не принадлежит Ростеху. Территория бывшего завода МиГ в Москве была продана несколько лет назад в связи с прекращением производства. Возгораний на территории действующих предприятий Ростеха не зафиксировано. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации. Кому принадлежит завод и был ли там пожар, непонятно. Официально про него не сообщали. Есть только одно видео, которое мы вам уже показали. И все. Украину, вероятно, не пригласят в НАТО на следующем саммите Альянса. Такой мыслью поделилась посол США при организации.
После Вильнюсского саммита страны НАТО усердно работали над тем, чтобы помочь Украине с реформами для сближения с Альянсом, говорит посол. Что касается саммита этим летом, то я не ожидаю, что Альянс направит приглашение на данном этапе, и мы продолжаем уделять первостепенное внимание поддержке их в текущей борьбе и обеспечению того, чтобы они могли одержать победу на поле боя. То есть, скорее всего, несмотря даже на поддержку многих членов НАТО, о вступлении пока речи не будет. Россия готовится к конфронтации с Западом в ближайшие 10 лет, но ее можно еще сдержать, проведя контрнаращивание вооруженных сил. Об этом заявили в службе внешней разведки Эстонии. Начальник этой разведывательной службы сказал, что эта оценка основана на планах России удвоить количество войск, размещенных вдоль границы с членами НАТО. Россия сама рассматривает ситуацию с безопасностью как центральную по отношению к НАТО, и нынешняя военная реформа преподносится как ответ на расширение НАТО. Успех реформы во многом будет определяться ходом продолжающейся войны, но можно с уверенностью сказать, что в ближайшие десятилетия НАТО столкнется с огромной армией советского образца. В будущем 1,5-миллионная российская армия будет технологически уступать западным союзникам, но ее размеры, огневая мощь и резервы представляют значительную угрозу. А реализация реформы означает, что в ближайшие годы количество российских войск у границ Эстонии значительно увеличится. Но вероятность нападения России на Эстонию мала, тем не менее, считает глава службы внешней разведки. Говорит, в данный момент это не в интересах Федерации. Министры иностранных дел стран Веймарского треугольника Германии, Франции и Польши встретились и договорились дальше координировать усилия в оборонных проектах в НАТО и объявили о встрече в расширенном формате, пригласив Украину. Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер, говорится в итоговом заявлении. Россия нацелена на нас гибридными действиями через дезинформацию, кибератаки и политическое вмешательство с целью посеять раскол в наших демократических обществах. Она остается наиболее значительной и прямой угрозой нашей безопасности, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе. В вопросе безопасности реакция польского министра иностранных дел на заявление Дональда Трампа о том, что США могут не защищать от российского нападения союзников по НАТО, которые не тратят необходимое количество средств на оборону. Европы за собственную оборону, потому что у Соединенных Штатов есть вызовы по всему миру, например, на Дальнем Востоке, и могут возникнуть ситуации, в которых Соединенные Штаты захотят, чтобы Европа взяла на себя больше ответственности за свою безопасность. По этому же поводу высказались и в Соединенных Штатах, собственно. Волны от заявлений 45-го президента нужно как-то успокаивать. Ну, теперь вы знаете, я буду осторожен. Я не могу говорить о том, что было сказано во время предвыборной кампании. Я могу лишь сказать, что при этом президенте Байдене, как главнокомандующем, НАТО стало более актуальным, сильным и крупным, чем когда-либо прежде. И он действительно уделяет первостепенное внимание нашей сети альянсов и партнерств по всему миру. И, конечно, НАТО находится на переднем крае этого процесса, когда речь идет о безопасности на европейском континенте. Именно этим и должен заниматься американский президент – укрепление альянсов и партнерств и сильный сигнал, особенно союзникам по НАТО, о том, насколько серьезно мы относимся к нашим обязательствам по статье 5. И вы слышали от президента Байдена? Мы будем защищать столько, сколько понадобится, если понадобится, каждый дюйм территории НАТО. Японская компания Pormet заявила, что впервые вывела 3 генно-модифицированных поросят, органы которых будут пригодны для трансплантации человеку. У них будет меньший риск иммунного отторжения, а это значит, что путь для будущих межвидовых трансплантаций открыт. Реализацию ксенотрансплантации долго ждали в Японии, но она оставалась на стадии фундаментальных исследований, поскольку свиньи, которые могли бы выдержать клиническое испытание, были только на стадии разработки. Когда свиньи подрастут, их передадут научным учреждениям Японии, чтобы исследовать, можно ли трансплантировать их органы другим животным, например, обезьянам. Ученые надеются, что пересадка клеток и органов от животного человеку поможет решить проблему нехватки доноров органов в мире.
Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Жду ваших комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас с вами становилось больше. На этом все. До встречи и хороших вам новостей.